Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, объясняю простыми словами на доступном языке. Самая важная новость сегодняшнего дня. Президент США Дональд Трамп объявил в среду днем освобождения. Именно так он охарактеризовал новую волну широкомасштабных импортных пошлин, которая, по его мнению, станет историческим шагом в защите американской экономики. Я для вас прямо сейчас подробно разберу, каких целей хочет достичь Дональд Трамп с помощью этого инструмента и как это может повлиять на мировую торговлю и залезть в карман каждого жителя планеты. Во-первых, сторонники Трампа рассматривают новые пошлины как способ укрепить американскую экономику, поддержать национального производителя и создать новые рабочие места. Однако, если смотреть с критической точки зрения, то этот шаг приведет к росту цен для самих американцев, потому что, как вы понимаете, дополнительные налоги на импорт в итоге перекладываются на конечных потребителей от предприятий до обычных граждан. Трамп изначально, еще до выборов президента Соединенных Штатов Америки, был уверен, что это неизбежные меры. Тогда в своем мартовском выступлении в Конгрессе он заявил, что защищает душу Америки, а новые тарифы позволят снова сделать Америку великой и богатой. Цитата: «Будет немного шума, но нас это не беспокоит. Мы знаем, что делаем», добавил Трамп, намекая на возможные экономические и политические последствия своей инициативы. Президент США Дональд Трамп считает, что нынешняя мировая система торговли несправедлива именно по отношению к американскому бизнесу. Он обвиняет ее в том, что она способствовала потере основных рабочих мест в ключевых промышленных отраслях. Кроме того, Трамп утверждает, что импортные товары не подлежат контролю, в отличие от продукции, которая производится внутри страны. Он настаивает на том, что Соединенные Штаты Америки обладают достаточным потенциалом, чтобы сократить зависимость от глобальных цепочек поставок и стать самодостаточной экономикой. Цитата: «Американские компании больше не будут поддерживать загнивающие зарубежные экономики через огромные штрафы и налоги». Это было изложено в одном из меморандумов Белого дома, который был опубликован еще в феврале. Белый дом уверен на 100%, что введение высоких пошлин на иностранную продукцию заставит компании переносить производство именно в Соединенные Штаты Америки и открывать новые заводы на территории страны, чтобы избежать дополнительных налогов. Цитата: «Мы просто хотим защитить наши компании и наших людей. Компании будут приходить в Соединенные Штаты Америки, потому что им не придется платить пошлины, если они будут строить свои предприятия здесь», подчеркнул Дональд Трамп. Эксперты прогнозируют, что введенные Трампом пошлины на импорт серьезно повлияют на все мировые рынки и приведут к новому витку именно торговых войн, в первую очередь между Соединенными Штатами Америки, Китаем и Европейским Союзом. Я хочу вам напомнить, что в современном производстве уровень автоматизации уже настолько высок, что даже если компании перенесут свои заводы в Соединенные Штаты Америки, это не приведет к значительному росту рабочих мест в Соединенных Штатах Америки, как этого желает Дональд Трамп. Мы с вами, друзья, точно не увидим тысячи рабочих в раскаленных сталелитейных цехах, мы увидим совершенно иную реальность. Сегодня большая часть работы выполняется с использованием высокотехнологичного оборудования, за которым следит один или несколько инженеров. Я посмотрел статистику, и если, например, еще в 1980-х годах на производство одной тонны стали уходило около 10 часов труда, то теперь этот процесс занимает всего лишь 1 час. Исследования показывают, что торговые пошлины, которые должны стимулировать занятость, могут иметь абсолютно противоположный эффект и даже снизить уровень трудоустройства. Вот так. Я вам хочу привести конкретный пример. На каждого рабочего сталелитейного завода, которому, как считает Трамп, могут помочь пошлины, приходится 80 американцев, которые заняты в отраслях, где используется, например, производство тех же холодильников, стиральных машин, автомобилей. И если цена на металл резко поднимется, эти рабочие, что правильно, окажутся под угрозой увольнения. Понимаете, о чем я? Трамп также утверждает, что доходы от пошлин помогут снизить гигантский госдолг США. Цитата: «Так мы закроем 36 триллионов долларов долга и решим множество других проблем». Друзья, и здесь следует не забывать, что эта игра США не в одни ворота, так как введение новых тарифов может привести к ответным мерам со стороны других стран, например, Европейского Союза или того же Китая, что в конечном итоге нанесет удар уже по американским компаниям, которые экспортируют свою продукцию.
Приведу еще один яркий пример негативных последствий торговых войн. Это алкогольная промышленность Соединенных Штатов Америки. Известные американские бренды бурбон и виски оказались в центре экономического противостояния после того, как Канада ввела ответные пошлины на пошлины Соединенных Штатов Америки. Некоторые канадские провинции, как вы и знаете, и вовсе отказались закупать американский алкоголь, что и привело к серьезным потерям для производителей из Соединенных Штатов Америки. В ответ Белый дом принял жесткие меры, введя тарифы на ряд канадских товаров, что и еще больше усилило напряженность в отношениях между двумя странами. Но больше всего в торговых войнах страдают американские фермеры. Сельскохозяйственная продукция – это первый сектор, на который обычно накладываются ответные санкции. Это объясняется, друзья, просто, так как странам-импортерам гораздо проще найти альтернативные поставки сельхозтоваров, чем, например, заменить авиационную или тоже автомобильную продукцию. Если страна введет пошлины на продукцию, например, Boeing, то по сути у нее остается только одна альтернатива – Airbus. Но если речь идет о сое, пшенице или той же кукурузе, то их можно легко купить и не в Соединенных Штатах Америки, а, например, в Канаде или Бразилии. Надеюсь, я объясняю понятно. И сразу, друзья, хочу напомнить новым зрителям: не забывайте подписываться и проверьте все, или у вас включен колокольчик. Таким образом, дальнейшее продолжение политики пошлин может привести к массовым экономическим потерям для американского агросектора, особенно если такие ключевые партнеры, как тот же Китай и Европейский Союз, начнут переключаться на совершенно других поставщиков. Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп предложил радикальную идею, то есть он предложил полностью заменить федеральный подоходный налог импортными пошлинами. Эта инициатива вызвала тогда бурные дискуссии в экономических кругах. Недавно советник Белого дома Питер Наварро заявил, что пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, способны принести более 6 триллионов долларов дохода в течение следующего десятилетия. Однако, друзья, у меня есть сомнения по этим цифрам, так как не ясно, каким образом была рассчитана эта сумма и насколько реальны такие прогнозы. Чтобы вы понимали, исторические таможенные пошлины действительно играли ключевую роль в формировании бюджета Соединенных Штатов Америки. Однако в XIX веке, когда страна еще не практиковала систематический сбор подоходного налога, в те времена государственный аппарат был гораздо менее затратным, чем сегодня, и доходы от пошлин составляли значительную часть бюджета. Однако сегодня ситуация кардинально иная. По последним данным, импортные тарифы формируют всего лишь около, внимание, 2% федерального бюджета. И я очень сильно сомневаюсь, что их можно превратить в основной источник финансирования государства. Скорее всего, расчет на таможенные пошлины, как и на стабильный источник дохода, может не оправдаться. Дело в том, что мы с вами все знаем, как работает экономика. С повышением тарифов неизбежно снижается спрос потребителей. В итоге поступления в бюджет, полученные по повышенным сборам, могут перекрыться общим экономическим спадом. Более того, жесткая тарифная политика способна нанести серьезный ущерб американским компаниям, особенно тем, которые зависят от импорта комплектующих и материалов. Яркий пример этого – торговая война Соединенных Штатов Америки и Китая, которая разгорелась в первый президентский срок Дональда Трампа. После того, как Пекин в ответ ввел высокие пошлины на американскую сельхозпродукцию, экспорт аграрной продукции из Соединенных Штатов Америки сократился почти на 26 миллиардов долларов к 2019 году. Это нанесло, как вы понимаете, мощный удар по американским фермерам, многие из которых оказались на грани банкротства. В попытке смягчить последствия администрация Дональда Трампа тогда выделила более 20 миллиардов долларов в виде финансовой помощи аграрному сектору, чтобы компенсировать потери. Но тогда все доходы, полученные от новых пошлин, фактически были нивелированы расходами на поддержку пострадавших отраслей. К чему я привел этот жизненный пример? Это подтверждает то, что полагаться на пошлины как на основной источник доходов для бюджета крайне рискованно. Таким образом, Соединенные Штаты Америки вводят новые пошлины на импорт товаров, начиная с субботы. И именно сейчас абсолютно все страны столкнутся с единым тарифом в 10% на продукцию, ввозимую на американский рынок. Однако это лишь первый этап масштабных торговых ограничений, разработанных администрацией Дональда Трампа. Уже с 9 апреля вступит в силу более сложная система, которая предусматривает значительно более высокие тарифы для отдельных государств. Жесткие тарифы будут применяться к странам, которые Трамп назвал худшими нарушителями.
В первую очередь это государства, которые имеют в США значительно торговое отрицательное сальдо. В этом списке оказались крупнейшие экономические партнеры Америки, включая Европейский Союз, Китай и ряд других стран. Для стран Европейского Союза это означает, что уже со следующей недели на их продукцию, поставляемую в Соединенные Штаты Америки, будет введен повышенный тариф в 20%. Это серьезный удар для экономики европейских стран, поскольку Соединенные Штаты Америки, как вы знаете, являются одним из крупнейших рынков сбыта для европейской продукции. При этом хочу сделать здесь акцент на том, что Германия, как третья по величине экономика мира, не выделена отдельно в списке Белого дома. Она подпадает под общие правила для Европейского Союза, что может значительно затруднить торговлю немецкими товарами, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение и машиностроение. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал Европейский Союз, обвиняя его в несправедливой торговой политике. Он тогда указывал не только на таможенные пошлины, но и на европейский налог на добавленную стоимость, то есть НДС, который, по его мнению, создает барьеры для американских товаров. Друзья, у меня такой аргумент Трампа вызывает просто удивление, поскольку вы знаете, что НДС применяется одинаково ко всей продукции, независимо от страны происхождения. Так как же рассчитываются новые тарифы? По данным американской стороны, Европейский Союз в общей сложности применяет 39% пошлины на импорт из Соединенных Штатов Америки, если учитывать все формы торговых ограничений. Однако точный механизм расчета этой цифры остается неясным, и Европейская комиссия ставит под сомнение корректность такого анализа. Представители Европейского Союза заявляют, что средний фактический тариф, если учитывать взаимную торговлю между Соединенными Штатами Америки и Европой, составляет не больше 1%. Также хочу сказать, что особенно жесткие меры коснутся и Китая, который занимает второе место в мире по экономической мощи. Для китайской продукции новые пошлины составят 34%, причем это дополнение к уже действующим тарифам. Для сравнения, та же Великобритания и Австралия пока избежали более серьезных санкций, для них остается базовый уровень пошлин 10%. По официальному заявлению Белого дома, торговые тарифы останутся в силе до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что угроза, вызванная торговым дефицитом и неправомерными условиями, исчезла или значительно ослабла. Таким образом, новая система пошлин может стать долгосрочной стратегией, а это в свою очередь вызовет серьезные опасения как среди американских импортеров, так и среди крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов Америки. Европейский Союз готовит ответные меры на новые пошлины, введенные Дональдом Трампом, но при этом не закрывает двери для диалога. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня утром в 6 утра заявила, что ЕС уже завершает разработку первого пакета ответных мер, который касается пошлин на сталь, и теперь готовит дополнительные меры для защиты интересов европейских компаний в случае провала переговоров. Она подчеркнула, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией, оценивая не только прямые, но и косвенные последствия американских торговых барьеров. Комментируя решение Дональда Трампа, фон дер Ляйен назвала введение универсальных пошлин против всего мира серьезным ударом по мировой экономике. По ее мнению, последствия будут колоссальными, и миллионы людей уже в ближайшее время столкнутся с ростом цен на продовольствие, медикаменты и транспорт. Цитата: «Инфляция неизбежно вырастет, и в первую очередь это ударит по самым уязвимым слоям населения», подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, решение Вашингтона нанесет серьезный ущерб как крупному, так и малому бизнесу. Компании столкнутся с несправедливостью, сбоями в цепочках поставок и усложненной бюрократией. Фон дер Ляйен также отметила, что политика Трампа создает настоящий хаос, в котором нет четких правил и прозрачных механизмов, а отрицательные последствия коснутся абсолютно всех торговых партнеров Соединенных Штатов Америки. Не только Европа, но и Китай призвал США немедленно отменить новые пошлины и предупредил о жестких ответных мерах. Цитата: «Китай решительно отвергает эти шаги и предпримет меры в защиту своих законных прав и интересов», заявило Министерство торговли КНР. В ведомстве также отметили, что действия США подрывают баланс интересов, достигнутый в ходе многолетних международных торговых переговоров. Канада также не намерена оставлять американские тарифы без ответа. Премьер-министр Марк Карни сообщил, что ответные меры будут объявлены уже сегодня в четверг.
Цитата: «Мы будем действовать целенаправленно и решительно, и именно это мы собираемся сделать», заявил он перед заседанием Кабинета министров сегодня. Хочу отметить, что хотя новая база пошлин в 10% не распространяется на Канаду, Вашингтон все-таки сохраняет те 25% тарифы на определенные товары, которые были связаны с борьбой с наркотиками и миграционным вопросом. Между тем, министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент предостерег пострадавшие страны от ответных шагов. В интервью Fox News он предупредил, что эскалация тарифной войны может привести к еще большим экономическим последствиям и усугубить глобальную торговую нестабильность. Вот такие резонансные события разворачиваются прямо сейчас у нас на глазах. А вы как оцениваете новые торговые пошлины и их возможные последствия? Напишите в комментариях, согласны ли вы с позицией Дональда Трампа или считаете его шаги опасными для мировой экономики. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайки и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!